Всем привет, с вами Артем. Сегодня у нас серия, где мы будем сравнивать производительность процессора Xeon E5 2620V3 Full Turbo с процессором Xeon E5 2620V2. Оба процессора 6-ядерные и 12-поточные, имеют одинаковый объем L3 кэша. Первый это Haswell, второй Ivy Bridge. Теплопакет 85 на 80 Вт, техпроцесс 22 нанометра. 2620V3 работает на частоте 3,2 ГГц, а 2620V2 работает на частоте 2,4 ГГц при загрузке на все ядра. Процессор V3 работает уже с памятью DDR4 1866 МГц, V2 с памятью DDR3 1600 МГц. В среднем по цене на сейчас эти процессоры стоят примерно одинаково, около $13, но конечная стоимость сборки уже будет дороже с 2620V3. Настройки в играх будут максимально возможны, разрешение 720p. Результаты на диаграммах это результат чистого прогона бенчмарка FPS без захвата и оверлея, возможно погрешность с видео. Экран будет разделен на три части, где третья часть будет стоковый 2620V3 для ориентира, но мы его касаться в этом ролике не будем. Хочу напомнить вам за наш форум по компьютерной теме, где вы можете задать вопрос по какой-то проблеме или же по оптимальности будущей сборки. Также можно делиться своим опытом по уже купленному компьютеру. Много веток, софт, игры, проверенные продавцы AliExpress, сборки с Али, оптимальное обновление, рабочие машины и многое другое. Заходите, регистрируйтесь, общайтесь, делитесь, получайте для себя что-то новое, давайте сконцентрируем свое сообщество по данному направлению. Я жду вас на форуме, ссылки на ресурс в подсказках и описании. И первый проект у нас это Tomb Raider, средняя частота кадров 96 на 62, достаточно серьезный отрыв. На самом рынке 2620V2 грузится предсказуемо выше, но не сидит в 100%. Единственное, что может предложить 2620V2, это его температура, которая колеблется на отметке 38 градусов. GTA 5, средняя частота кадров 69 на 45, отрыв также хороший, игра на частоту процессора отзывается хорошо, да и новая архитектура сыграла свою роль. Hitman 2, средняя частота кадров 81 на 55, у 2620 V2 преимущество только в температуре. Как я уже говорил ранее в своих видео, его можно засунуть в миниатюрную коробку под хороший мультимедийный медиацентр. В PUBG у нас средняя частота кадров 34 на 105, также на графике у 2620V2 проскакивают пики, но на комфорт игры особо не влияет. По тесту в целом очень схожая ситуация, как и в случае с 2620. Dota 2, разрешение у нас тут 1080p, средняя частота кадров 150 на 107. Конечно, фаворит 2620V3, но 107 кадров как бы тоже достойный результат. Watch Dogs 2. Средняя частота кадров 71 на 49, и тут, к сожалению, 2620V2 попадает под каток. Очень тяжело ему в данном проекте, не упираясь в видеокарту, но тем не менее особо не пробуксовывал. С 2620V3 тут все в полном порядке.
Танки Benchmark Core RT версия 0.2, средняя частота кадров 272 на 215. 2620 V3, конечно же, впереди. Обитель зла 2. Средняя частота кадров в этом проекте у нас 136 на 85. Достаточно серьезная заявка от 2620 V3. Единственное, чем может похвастаться 2620, это температура, как мы уже ранее это подмечали. Хотя тут и у 2620 V3 все в порядке. Benchmark CSGO, средняя частота кадров 311 на 171 с просадками в дымовых завесах. Тут у нас разрешение 1080p, видеокарта нам это позволяет. И последний на сегодня проект у нас это Benchmark Stalker Зов Припяти. Результаты самого теста мы посмотрим немного позже. По 2620 V2 можно заметить его буст до 2,5 ГГц. Вот такие получились у нас сегодня результаты. Мы прикинули, насколько отстает в нашем случае 2620 V2 от разблокированного 2620 V3 и примерно от стокового. Напишите в комментариях, что вы думаете о данных процессорах. А следующий процессор у нас встанет с 2620 V3 2640, который является одним из самых оптимальных по цене производительности на 2011 V1. На этом можно подходить к финалу. Если есть вопросы и предложения, напоминаю за наш форум, заходите, регистрируйтесь, вступайте в наше сообщество, ссылки будут в описании в подсказках. На этом у меня все, поддержите, пожалуйста, пальцем вверх комментарием, подписка, если этого еще не сделали. С вами был Артем, не болеем, всем добра.